80% американцев испытывают стресс только когда вспоминают слово «деньги». 40% американцев считают, что для того, чтобы дожить до безбедной старости, должно произойти реальное чудо. Более 40% американцев считают, что деньги очень плохо влияют на моральное и ментальное развитие их и их детей. Деньги – это зло, но согласитесь, как часто этого зла не хватает. Давайте вместе разбираться, деньги – это хорошо или плохо, как к ним относиться и как начать получать финансовую грамотность вместе с нашим экспертом по личным финансам Анастасией Прудкой. Анастасия, приветствую! У меня сразу к тебе есть вопрос. Вокруг денег ходит очень много разных поговорок. Деньги – это зло, деньги не приносят счастья, на деньгах не нужно зацикливаться. Расскажи нам, как эксперт финансов, все-таки деньги – это хорошо или плохо, и как правильно к ним относиться? Ну, конечно, мы живем в материальном мире, и, конечно, деньги – это основная, немаловажная часть нашей жизни. И, конечно, деньги важны в нашей жизни, и они один из показателей состояния человека, счастья, достатка и так далее. Человек без удовлетворения своих базовых потребностей, конечно же, не будет счастлив. Поэтому, конечно же, деньги важны в нашей жизни. Это однозначно. Но все-таки, наверное, есть какая-то, может быть, градация, может быть, есть какие-то правильные установки, которые должны быть, потому что люди все равно делятся на несколько категорий. Одни, которые прям зациклены на деньгах, и все, что бы они ни делали, измеряется в какой-то стоимости, а есть вторая половина, которая считает, что ну вот сколько надо, столько и придет. Вот как все-таки правильно относиться к слову «деньги» и к ценности своей? Ну, правда всегда где-то посередине, потому что деньги – это всего лишь ресурс, обмен наших услуг, товаров на деньги. Ту пользу, которую мы несем этому миру, этим людям, да, то есть мы живем в социальном обществе, и мы делаем что-то для кого-то. И в качестве вознаграждения мы получаем деньги, а уже наше отношение к деньгам – это уже совсем другая история. Есть люди, которые обесценивают деньги абсолютно, не ставя каких-то задач и целей, зарабатывать больше, расти и так далее, потому что деньги – это еще показатель роста. То есть насколько ты полезен этому миру, столько ты денег и взамен получаешь. Поэтому можешь посмотреть, сколько ты сегодня зарабатываешь, значит, на такую-то сумму ты полезен этому миру. Вот. И такая же другая крайность, когда люди ставят во главу деньги, да, свою как бы жизнь ложат на зарабатывание денег и уходят в другую крайность, где, конечно же, перестает существовать жизнь как таковая, какие-то простые радости, общение с людьми, с родственниками, близкими и так далее, получение удовольствия вообще от этой жизни, поэтому мы здесь не только, чтобы деньги зарабатывать, да, вот, поэтому жизнь должна быть гармонична со всех сторон, поэтому это тоже другая крайность, поэтому это все где-то посередине, однозначно. Смотри, вот, ну, мне кажется, мы с тобой воспитывались еще на тех примерах, что богатые люди – это не всегда честные люди, а сегодня наши дети воспитываются на примерах, что деньги зарабатывать очень легко, достаточно снять какой-то ролик интересный на Ютубе или в ТикТоке, и не обязательно он будет нести какую-то смысловую нагрузку, да, и понимают, что сегодня деньги можно зарабатывать любые, быстро, и это не есть плохо. Как правильно воспитывать в своих детях отношение к деньгам? Может быть, посоветуешь какие-то книги или с чего начинать разговор про деньги с детьми? Однозначно надо детям дать понять, что все-таки деньги так просто с неба не падают. И вот эти вот лихие, простые деньги, как кажется на первый взгляд, снять ролик в ТикТоке, залить, и ты уже там звезда и все такое. Конечно же, это как бы такая картинка, чтобы сделать даже такой ролик, сделать интересный ролик, продвинуть этот ролик и так далее. Много всего нужно потрудиться, действительно приложить не одни часы и немало усилий, чтобы действительно достичь каких-то результатов, чтобы вам даже тот ТикТок платил какие-то деньги. Поэтому это просто иллюзия. Со стороны кажется, что все так просто. На самом деле все не так просто. И, конечно, нужно всегда делать с детьми, нужно всегда общаться. И как только ребенок начинает интересоваться деньгами, всегда ему отвечать. То есть не делать это темой запретной какой-то табу, или подрастешь, потом поймешь, и все такое. Вот эти фразы обязательно не должны быть. По мере того, как ребенок растет, начинает задавать какие-то вопросы, вы ему это все объясняете. Ребенок вам подскажет, что его волнует, просто внимательно слушайте, не обесценивайте его вопросы, для него это важно, если он спрашивает.
и отвечайте по мере его возраста, понимания вообще, что такое деньги, что деньги не появляются с банкомата, что они приходят на карточку, а чтобы они пришли на карточку, маме с папой надо потрудиться, поработать, именно туда они уходят каждое утро на работу, что-то делают, приносят пользу людям и получают эти деньги. На таких простых каких-то примерах, когда ребенок начнет углубляться, а что, и как и так далее, то начинать уже более погружаться в подробности какие-то. И, конечно, всегда делать акцент, что деньги, опять-таки, это средство просто вашего обмена. И деньги должны приходить экологичным путем. То есть вы должны принести пользу, и вы получите заслуженные свои деньги. И деньги зарабатываются достаточно непростым таким трудом, но не так, конечно, чтобы не из крайности, да, чтобы детей не испугать, что надо прям пахать, умирать, не жить дома и так далее. Конечно, все должно быть с умом. И здесь тоже должен быть подход разумный. И к деньгам тоже. Анастасия, ну вот я думаю, ни для кого не секрет, что мы сейчас живем в таком очень стрессовом мире, постоянно приходят новости, и не всегда позитивные, скорее последнее время больше негативные, в том числе касательно финансов, курсов валют, там, стоимости на продукты. И в принципе, можно сказать, что деньги равно стресс, потому что мы все время находимся в состоянии стресса. А будет ли у меня возможность завтра купить детям там, еду, подарки или еще что-то? А будет ли у меня возможность обеспечить себе безбедную старость? Как в этой ситуации находить баланс? Что, какие подушки, может, финансовые нужно сделать? Или, может быть, нужно как-то со стороны психологии подходить к этому вопросу? Как показывает моя практика при работе с клиентами, однозначно нужно разбираться в теме финансовой грамотности. Стресс от незнания. Поскольку человек не до конца понимает, как устроены вообще финансы, как устроена экономика, как работают деньги, как надо ими правильно управлять. Это все знания, которые нужно получать. И эта ситуация, как ни прискорбно звучит, но вот этот стресс, в который люди попадают, заставляет людей задуматься, что действительно вот эта вот финансовая составляющая, финансовая грамотность сейчас нужна как никогда. Ее нужно изучать, и чем раньше, тем лучше. И, как показывает уже моя практика, молодежь, она стала интересоваться гораздо, как бы возраст людей, молодежи, да, он все молодеет. Вот этот интерес к финансам, к финансовой независимости, созданию пассивных источников дохода. Дети уже интересуются, смотрят в ту сторону, и уже хорошая такая тенденция. Они уже это понимают. А вот люди нашего возраста, старше, они еще, к сожалению, живут какими-то своими представлениями и только сейчас потихоньку начинают понимать, что эту тему нельзя игнорировать. И это тоже тема, которой нужно заниматься. Настя, скажи, пожалуйста, вот такой вот вопрос, просьба. С чего начать? Когда ты хочешь начинать обучаться финансовой грамотности, когда ты хочешь начать, там, может быть, контролировать свои расходы и доходы, хочешь начинать создавать пассивные доходы, с чего начать? Вот давай, может быть, там, я не знаю, 3 каких-то обязательных правила, которые должны быть в семье, когда мы говорим о том, что мы знаем, что такое финансовая грамотность. В первую очередь считать свои деньги. Как ни банально звучит, но сейчас много разных приложений, каких-то Excel-таблиц, пусть каждый находит себе какой-то способ, но начать хотя бы понимать, какой суммой вы обладаете, сколько вы куда тратите, и общее представление должно быть. Это один момент. Второй – это начать откладывать, причем откладывать сразу. То есть как только деньги вам поступили, выделите какой-то процент, более или менее для вас подъемный, не идите сразу в какие-то крайности, как наши люди любят, или 50% от зарплаты отложить или вообще ничего не откладывать. Начать хотя бы с 5-10%, как показывает практика. Любой человек при любом доходе может себе позволить откладывать такие суммы, а с момента роста дохода, конечно же, суммы будут увеличиваться. Но сейчас вам нужно привить к себе такую привычку откладывать постоянно, регулярно и встраивать это в свою жизнь. Ну и, конечно, позаботиться о своей подушке безопасности. Это то, что вы должны формировать в первую очередь, а потом все остальные цели. Настя, спасибо большое. Очень интересный был диалог. Я думаю, что мы начнем как минимум изучать финансовую грамотность и будем нырять в нее все глубже и глубже. Спасибо большое за твое время. Мы с Анастасией обсудили
только поверхностно, как же все-таки начать разбираться в финансовой грамотности и как сделать так, чтобы деньги не приносили стресс. Но если вы все еще испытываете стресс при слове «деньги», мы подготовили для вас статью. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Друзья, может быть, кто-то из вас уже получал финансовую грамотность или знает какие-то интересные книги, в которых можно почерпнуть навыки, как побыстрее стать образованным в этой сфере. Пожалуйста, поделитесь с нами своими знаниями и своими секретами. Пишите в комментариях, что и кто помогло вам научиться обращаться с деньгами. Ну а мы с вами увидимся в новом видео.